Всем привет! Это канал True Kitchen, и сегодня мы будем делать хлеб. Я покажу вам, как делать самый простой хлеб в домашних условиях. Для начала берем 400 мл теплой воды, примерно 30-35 градусов, вливаем в миску. Затем добавляем сухие дрожжи, 10 грамм. Добавляем 2 столовые ложки сахара. Перемешиваем все это дело. И накрываем сухим чистым полотенцем на 10 минут до появления пузырей. 10 минут прошли. Убираем полотенце. Дрожжи у нас вспенились. И теперь мы добавляем соль, 1,5 чайной ложки, масло растительное 50 мл. И постепенно начинаем просеивать муку. Муки 700 грамм. Просеяли немного муки и начинаем вымешивать просто вилкой до загущения. Вот у нас тесто начинает густеть. Когда тесто у нас немножко стало гуще, убираем вилку и постепенно начинаем замешивать руками. Итак, когда тесто становится гладким, однородным, мы заканчиваем замешивать. Оно слегка липнет, но не пристает. Теперь нам надо смазать тесто маслом слегка по поверхности. Теперь накрываем наше тесто полотенцем и даем ему подойти где-то в 2 раза. Оставляем его минут на 40-45. Итак, 45 минут прошло. Наше тесто поднялось. Берем тесто, аккуратно выкладываем из миски. Теперь чуть-чуть приминаем тесто, чтобы вышел газ. Аккуратно его приминаем в течение 2 минут. Не сильно. И теперь из этого теста
нам нужно сформировать пласт. Берем скалку. Мы должны получить пласт примерно 1,5 сантиметра толщиной. Примерно вот такой. Теперь нужно аккуратно скрутить его в рулет. Нужно постараться сделать это так, чтобы в самом рулете практически не было воздуха, пространства. Поэтому рулет нужно крутить очень плотно. Теперь нам нужно аккуратно защипить вот этот край. Делаем это, как будто мы лепим вареники или пельмени, просто прижимаем тесто. Скрепить шов нужно очень хорошо, для того, чтобы потом наш хлеб не разорвало. Итак, мы скрепили шов. Теперь нам нужно положить его на пергамент. Как видите, пергамент я уже смазал маслом. И кладу наш хлеб по диагонали швом вниз. Надо учитывать, что этот хлеб увеличится примерно в 2 раза. Теперь берем острый нож и делаем надрезы. Где-то почти в сантиметр глубиной. Это нужно делать для того, чтобы в процессе выпечки вышел весь газ. Если не сделать надрезы, хлеб просто разорвет. Вот такие вот делаем надрезы. Накрываем наш хлеб еще на полчаса, для того, чтобы он поднялся где-то в 2 раза. Итак, полчаса прошло. Батон мы смазываем белком, для того, чтобы была красивая яркая корочка. Итак, хлеб мы смазали белком. Теперь ставим его в духовку, разогретую на 180 градусов. На дно духовки я ставлю железную емкость с водой, для того, чтобы во время запекания у нас получился пар. Хлеб запекаем 30 минут при 180 градусах. На дно духовки можно поставить емкость с водой. Это даст нам более хрустящую корочку. Но можно обойтись и без этого. Тоже получится неплохо. Итак, наш хлеб готов. Вот такой вот он у нас получился. Теперь ждем, пока остынет. Накрываем его сухим полотенцем и оставляем на пару часов. Итак, наш хлеб остыл. Теперь давайте его разрежем. Хрустящий. Вот такой вот. Мягкий.
Пахнет хорошо. Корочка хрустящая. Это супер. Гораздо лучше, чем в магазине. Друзья, ну а на этом все. Кому понравился этот хлеб, ставьте лайк, подписывайтесь. Дальше только интереснее.